Всем привет! Этот влог начинается в парке. Дело в том, что в коворкинге сегодня не было свободного места, и я подумала, что в такую погоду можно поработать и на улице. И это оказалось лучшим решением, потому что был чудесный теплый день. Вроде бы еще зеленые деревья, солнышко, но на траве лежит уже желтая листва, напоминающая о начале осени. Я сейчас увидела белочку. Сегодня у меня снова одинокий денек. Лёша поехал играть в страйкбол, его не будет полдня. Хотелось бы мне, конечно, погрустить, что я в выходной день одна, но времени грустить некогда, у меня сейчас куча дел. Хочу вам показать первое дело. Это огромный бардак. Мы вчера приехали из деревни, точнее говоря, сегодня поздно ночью, поэтому не успели разобрать посылочки. Плюс дома огромный бардак. Мне кажется, пока нас не было, весь этот бардак наводила Ноксик. Ну ладно, это все сделали мы, и вы теперь понимаете, почему я хочу переехать из этой квартиры. Здесь очень мало места, и, например, для съемки видео или для своих каких-то дел мне приходится все вечно переставлять, ни на что не хватает места. Вот тут у меня приехала сейчас посылка. Перед тем, как мы уезжали в деревню, у бабушки был юбилей, я снимала видео, поэтому в спешке не успела ничего убрать, и, собственно, сейчас я все это буду делать. Но, конечно, очень меня радует в этой квартире это вид за окном. И еще солнышко меня радует. И мне кажется, в этом году такая прекрасная осень выдалась. Мне кажется, последние лет 5 или, наверное, 10 я не видела такой осени. Всегда было как-то слякотно, облачно, дождливо. Конечно, есть своя атмосфера у такой погоды, но я любительница солнышка, поэтому, собственно, обожаю такую погоду. Конечно, разговаривать я с вами могу долго, но разговорами делу не поможешь, поэтому приступаю к уборке. У меня вот есть такая пушистая поддержка, такая холесенькая. Холесенькая, пушистенькая. Ноксик. Будешь? Да! Пойдем. Тем временем я все жду, когда эти капсулы закончатся, потому что, помните, да, Лёша сказал, что когда они закончатся, тогда и переедем. Вот до сих пор это все сбывается, и мы никак не переезжаем. И по ощущениям, мне кажется, здесь еще где-то 30 штук. Какая-то бесконечная пачка, знаете, обычно, когда я не жду переезда, они заканчиваются очень быстро. А вот когда надо, они все не кончаются. Поэтому сейчас я стараюсь чаще готовить дома, чаще грязнить посуду и чаще ее ставить мыть. Начала разбирать пакеты из деревни. И посмотрите на эту микромилоту. Чисто формат для Ноксика. Я заметила, что мы их лучше едим, когда я сразу вот так несколько помою и поставлю на видное место. Лёш так их вообще ест как семечки. Надо, кстати, съесть вот эту. Перчики я разложила на подоконник, чтобы они начали краснеть. Вот один, кстати, уже начал краснеть, остальные полностью зеленые. Теперь дома стало гораздо чище, сразу же такая радость на душе.
и спокойствие даже. Еще хотела вам сказать, если у вас есть робот-пылесос или какая-то другая техника, которая помогает вам по дому, то обязательно своевременно меняйте запчасти, такие как, например, вот эта щетка, такие вот маленькие щеточки, там еще внутри механизм, потому что как только я поменяла, робот стал работать еще лучше, практически как новый. Я это ощутимо заметила и подумала, зачем я так долго тянула с заменой всех этих щеточек, потому что это действительно мой помощник, у него есть даже имя Люмас. Когда я заменила вот эту щеточку, то он значительно стал лучше собирать пыль. Сейчас я как раз-таки его включу. И причем все эти запчасти недорого стоят, и поэтому 100% не нужно на этом экономить и лучше своевременно менять. Сейчас я его включу, а тем временем сама пойду в ванную, намою волосы, поухаживаю за лицом и даже сделаю скрабик. Я вышла из душа. Так хорошо. Сейчас сделаю минимальный уход за лицом. И, кстати, хочу спросить, появляются ли у вас гормональные акне? Потому что у меня в последнее время перед красными днями появляются какие-то прыщики. И причем чаще всего вокруг рта. Если вы знаете, как от них избавляться, то, пожалуйста, поделитесь, потому что я стараюсь, ухаживаю за лицом, а потом оп, и гормональный сбой, причем ежемесячный, и сразу же чувствуешь какую-то несправедливость. Интересно, как вы с этим справляетесь, либо вы относитесь к везунчикам, у кого такие моменты не появляются. У меня, кстати, вечная проблема, что сухие локти. Как я недавно видела смешную картинку, я сейчас здесь вставлю, там говорилось о том, что как выглядит мое лицо, и как я за ним ухаживаю, и как выглядят мои локти. В прошлом влоге я вам рассказывала, так, мимолетно, что очень хочу постричься. И причем постричься я хотела каре. Помните, как я стриглась примерно 2 года назад. Плюс в этом я вижу один огромный, что это такая легкость, такая свобода. В то же время мне очень хочется отрастить длинные волосы, тем более я сейчас научилась их укладывать, делать такие легкие, красивые локоны максимально быстро. Но в последнее время я поймала себе на мысли, что мне очень нравится средняя длина волос, потому что это одновременно не слишком длинные волосы, в то же время вы постоянно отрезаете секущиеся кончики, и волосы выглядят более ухоженно. И в то же время они достаточно длинные, чтобы иногда их распустить, сделать локоны или заплести косичку, в общем, сделать какие-то прически под настроение. Еще небольшой лайфхак хочу сказать вам по поводу масла для волос, какие-то кремы, в общем, все уходовые средства нужно обязательно наносить на влажные волосы перед тем, как вы их сушите. Потому что по моему опыту, если наносить масло на сухие волосы, например, после сушки волос, то они становятся какие-то немного склеенные и, знаете, как такие сосульки. Но если у вас такого эффекта нет, то, конечно, на сухие волосы тоже классно наносить масло. И хочу развеять еще один миф по поводу того, что многие боятся наносить масло, а потом сушить волосы феном. Но, как сказала моя подруга-парикмахер, это абсолютно не то же самое, что, например, жарить яичницу на масле, да, и ваши волосы будут гореть, будто вы их жарите на сковородке. Нет, это не так, если соблюдать температурный режим и сушить свои волосы теплым воздухом. И еще хочу нанести крем-блеск. Этот блеск, кстати, еще и ухаживает за губами. Я вам показывала как раз-таки в видео про уход за лицом. И еще хочу сказать, что, знаете, все, что я вам всегда показываю, это значит, что в 100% мне нравится эта косметика. Значит, я попробовала, и мне понравилось. То есть не бывает так, что я как-то халатно отношусь к этому, безалаберно, и показываю вам все подряд. Вы бы знали, сколько всего я пробую. Вот сколько всего я пробую для того, чтобы находить действительно стоящие вещи, которые у меня откликаются, которые откликаются на моей коже, волосах. И до вас доходит где-то прямо 10% того, что я пробую. Самое любимое время дня — это закат. А закат осенью еще красивее, потому что вот эти золотые деревья так подсвечиваются солнышком, и вокруг сразу такая теплая атмосфера. А сейчас минутка полезной информации. Если вы любите выгодные покупки, то вам наверняка придется по душе новость. До конца сентября на маркетплейсе Мегамаркет действует повышенный кэшбэк на многие категории товаров, включая продукты питания и зоотовары, на которые кэшбэк до 45%. На Мегамаркете собраны миллионы товаров, от электронной и бытовой техники до одежды и товаров для дома. И все это по выгодным ценам. К примеру, набор мягких зубных щеток Curaprox прямо сейчас со скидкой 31%, а также действует повышенный кэшбэк бонусами Сбер Спасибо. И, кстати, бонусами можно оплачивать последующие покупки со скидкой до 99% от стоимости товаров. При этом доставка всегда остается бесплатной. А полезный раздел «Мега выгода» поможет найти вам самые интересные и выгодные предложения, которые при этом регулярно обновляются. Переходите по ссылке в описании и используйте промокод «Мегапокупка», который подарит вам скидку 500 рублей на первый заказ от 2000 рублей. Таким образом, вышла я из дома только в 7 часов вечера. Сейчас иду в Marketplace забирать долгожданную посылку, и вы 100% не ожидали, что там будет.
Вот такая посылка. Это мягкий морской котик. Я его заказала для сна, чтобы подкладывать себе под ребра, потому что они у меня немного болят. Первое знакомство. Котик Снокс мурчит. Нокс, на, понюхай. Желтый мышоныш не боится, когда ему стригут когти. И ты не бойся, на, смотри. Смотри, смотри, Нокс, все хорошо. Че? А сейчас играть заходит. А не Нокс. стричь. Еще 2 пальца осталось. Нокс, смотри на желтого мышонка. Нокс, Нокс. На, смотри. Нокс. В поисках мухи. Да, Нокс, она где-то тут летала. Ой-ой-ой, по перцам не надо ходить. Уберите-ка ваши лапки. Мы сегодня с Лешей решили поехать за город. В небольшой домик, который находится в лесу, и мне кажется, очень атмосферно осенью, когда листья начинают желтеть. Конечно, не знаю, возможно, там одни ели и будет все зеленое, но в любом случае в такое время года мы ни разу не ездили вдвоем за город, обычно там с друзьями, либо к Лешиным бабушке с дедушкой. Взяла с собой книгу, которую я недавно приобрела. Это «Возвращение к себе», моя первая книга Ошо. Эта книга немного нестандартная, потому что здесь затрагивается тема религии, и, возможно, не каждому она придется по вкусу, но тема религии, по крайней мере, вот сколько я успела прочитать, затрагивается здесь более обобщенно. То есть, наверное, все-таки подойдет под любую религию. Но самое главное, здесь разбираются методики некоторой медитации для успокоения. Одну медитацию я уже успела попробовать, она очень простая, но классная, поэтому я хочу вам ее сейчас рассказать, и, возможно, она вам тоже пригодится. Чтобы расслабиться перед сном и крепко сладко уснуть, попробуйте хорошенько сжать свое тело перед сном, то есть руки в кулачки, напрячь все мышцы лица, мышцы тела, пресса, ноги тоже в кулачки. Продержаться так нужно примерно 2 минуты, то есть если вы можете меньше, секунд 30, то держитесь так 30 секунд. Далее вы расслабляете все свои мышцы, и знаете, расслабление по телу течет еще сильнее, нежели просто пытаться расслабить тело. На таком контрасте тело расслабляется еще больше. В этой книге рекомендуется делать это стоя, посреди комнаты, но лично мне больше подходит вариант уже лежа в кровати, то есть непосредственно перед сном, когда я уже легла, укуталась одеялом, выключила свет и приготовилась ко сну. Кстати, я всегда крабик заделываю на ручку сумки, потому что это очень удобно. Тем временем мой отказ от ежедневного кофе проходит успешно. Я сейчас его пью примерно 2 раза в неделю, и сейчас я как раз-таки иду нам за кофе, и мы уже будем выдвигаться. Я решила там ничего не снимать, не думать о работе, просто отдыхать. Мы планируем смотреть «Сумерки» и наслаждаться временем друг с другом. Кстати, это то самое мое любимое живописное дерево, которое я показываю практически в каждом своем влоге, и вот сейчас оно сбросило листья и выглядит вот так красиво.
Доброе утро. Лёша еще спит, поэтому решила выйти на улицу, чтобы его не будить. Хотя на самом деле он спит так крепко, что его не будет ни будильники, никакие звуки. Смотрите, кто ко мне бежит. И я заметила, что на свежем воздухе высыпаешься будто быстрее, потому что сегодня я проснулась раньше обычного и чувствовала себя бодрой. Котик все-таки за мной уходит. Подружились мы с тобой, да? От меня ноксиком пахнет. Совсем недавно я получила загранпаспорт. Я делала биометрический, то есть с отпечатком пальца, потому что с ним быстрее гораздо проходишь контроль, потому что обычно меня всегда так долго смотрят, я не знаю почему. Один раз меня просили даже расписаться. Просто тому загранпаспорту уже было 5 лет, там я на себя не особо похожа, потому что туда я пришла очень накрашенные, с нарощенными ресницами. Это был период моей жизни, когда я пробовала все в косметике и как можно ярче. Сейчас мне нужно сделать визу, я пока что откладываю этот момент, но сейчас я хочу прогуляться до моря. Оно вот здесь вот буквально в 3 минутах. Ну что, котик, пошли на море. Котик, ты бесстрашный? Ты чего там? Тебе пузырьки нравятся, да? Ты играешь с ними. Так сразу хорошо на душе, спокойно, легко. На природе это самое приятное — заниматься спортом, какой-то растяжкой, йогой. Ну а теперь пойду будить Лёшу, и мы будем уже собираться. Быстро, конечно, время пролетело, собственно, как и всегда, когда что-то нравится. Лёша уже готов уезжать. Он обычно быстрее меня собирается.
Пока Лёша отошел, хочу его похвалить. Я его просто обожаю за спонтанность. Когда мы выезжали из домика, Лёша предложил: а почему бы нам не заехать на сыроварню? Она тут по пути. И здесь так красиво, такие зеленые поля, очень милые домики. Здесь какая-то особая тишина, кажется, что здесь вообще никого нет. Ну и я вам однажды говорила, что я обожаю сыр. Итак, обзор сыра, который мы купили. Во-первых, я взяла сыр бри с трюфелем, он мне очень понравился по вкусу. Сыр каприз из коровьего молока на двойных сливках, он понравился очень Лёше, поэтому, собственно, взяли для Лёши. Также мы взяли сыр уже твердый, гауда. У него выдержка 12 месяцев. На самом деле я не знаю, чем отличается там 12 месяцев, 2 года или 6 месяцев. Но по вкусу он мне очень понравился, поэтому я взяла еще один на пробу также родителям. На самом деле я удивлена, что смогла остановиться всего на 3 сортах, но я просто подумала, что срок годности у них небольшой, поэтому много мы точно не съедим, а если понравится, то приедем еще раз. Совсем забыла, я ведь еще любительница мармелада. И в этом чудесном магазине помимо сыра продается еще и мармелад. Точнее говоря, здесь продается только сыр и мармелад. Опа! Вы везде меня преследуете, котики! Какой красивый ты! Так вот, я взяла мармелад из разных вкусов ассорти. Здесь в составе натуральные ягоды, жимолость, клубника, облепиха и малина. Сейчас буду есть мармелад с облепиховым чаем. Алёша пьет кофе. Все. Та-да! Та-да! Все. Как будто одной не хватает, да? Да, смотри, тут одной не хватает. На заводе сели. Турун, турун. Турун, 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 турун. Ну ты лапочка. Ты как Ноксик прямо. Хорошенький, да. Смотри, и спит, как Ноксик лапки вытягивает. Пока, лошадка!